На вас кричит заказчик или коллега. Сейчас я вам расскажу 10 практик, которые я использую в своей работе. Первое. Попробуйте начать свой разговор со слова «спасибо». Представляете, вам звонит человек, у них что-то не работает, на вас начинает наезжать, на вас начинает кричать. В этот момент вы говорите человеку «спасибо». Это абсолютно ломает шаблон в голове и переключает человека, просто переключает человека с его потока эмоций. В этот момент вы можете сказать «спасибо, что вы сообщили нам, спасибо, что вы сказали, это нам реально поможет в данный момент быстрее выяснить ситуацию». У меня это работает, и была недавно ситуация, в которой это слово очень помогло. Первое. Попробуйте. Второй важный пункт – это постарайтесь оставаться спокойным. Не отвечайте криком на крик, не эмоционируйте, просто дышите глубоко, когда это возможно, и постарайтесь не включать эмоции, потому что когда у нас включаются эмоции, то префронтальный кортекс отключается, и мы уже не так хорошо сможем решить эту проблему. И когда мы кричим, нас не слышат. Третий пункт. Постарайтесь внимательно слушать. Люди очень часто кричат, когда они думают, что их не слышат или не понимают. Это автоматическая реакция нашего мозга при стрессе, поэтому простите человека за это. Просто у него большая ответственность, и что-то действительно сломалось в их бизнес-процессах. Поэтому просто постарайтесь выслушать человека и дайте ему высказаться, не перебивайте. Пусть человек поймет, что вы его слушаете, и вам важно то, что с ним происходит. Пункт 4. Насколько возможно, постарайтесь проявить понимание. Просто скажите «я вас понимаю», «я вас услышал», «спасибо». Это также поможет очень сильно переключить эмоциональную волну человека. Пункт 5. Признаю свою вину, меру, степень, глубину. Если действительно накосячили, постарайтесь извиниться. Не обязательно «Боже мой, простите меня, пожалуйста, никогда так делать не буду». Нет, просто профессионально скажите «да, мы признаем, у нас команда накосячила, что-то случилось». Не надо объяснять все причины, защищаться. Просто скажите «приношу извинения, извините, пожалуйста, что это очень сильно повлияло на ваши бизнес-процессы. Мы постараемся это исправить как можно быстрее». В этот момент человек понимает, что его не только услышали, но еще есть светлое будущее. Ему обещают, что вот-вот все снова. Пункт номер 6. Задавайте уточняющие вопросы. Это поможет не только вам принять правильное решение, также это поможет вашему заказчику или коллеге почувствовать себя услышанным. Пункт номер 7. Предложите решение, если оно успело у вас уже сформироваться в момент разговора, или какие-то сроки, если они уже известны. Если сроки и решения еще неизвестны, скажите, например, завтра в полдень я напишу вам имейл с информацией. Сегодня вечером давайте созвонимся, и я вам расскажу, что происходит и когда что может быть сделано. Почему это очень важно? Когда у нас есть неизвестность, то создается ощущение тревожности, потому что мы не знаем, что будет в ближайшем будущем, мы не знаем, у нас нет контроля над этим будущим. Поэтому, когда мы даем хоть какую-то информацию, это очень поможет снизить уровень тревожности, уровень стресса со стороны заказчика. 8 пункт. Документируйте и делайте заметки во время разговора. Когда заказчик эмоционирует и выдает различную информацию, а вы задаете какие-то вопросы, в этот момент очень здорово делать маленькие пометки где угодно, писать текстовое сообщение в WhatsApp, писать какие-то заметки просто на любой бумажке, лежащей рядом. Потому что когда нужно будет принимать решение, когда нужно будет решать проблему, эти заметки вам очень помогут. Потому что когда мы эмоционируем, когда заказчик эмоционирует, мы не все можем запомнить из разговора. Пункт номер 9. Обязательно в конце разговора поблагодарите. Просто скажите честно спасибо большое, что позвонили, спасибо большое, что вы рассказали про это. Нам действительно это поможет быстрее решить вашу задачу. И пункт номер 10. Если вдруг такие эмоции, такой накал страстей, что никак невозможно успокоить человека, попросите о помощи у вышестоящих коллег или просто у коллег. Потому что не вы должны лично справляться с чужими ментальными, психическими, психологическими проблемами. Всегда есть кто-то, кто может вам в этом деле помочь и вас поддержать. Удачи на работе, меньше вам стресса. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, спрашивайте вопросы в комментариях. Буду очень рада обратной связи.